attention, please. В соцсетях фотографии термометров. В некоторых районах ударили 30-градусные морозы. Я не помню очень раннее детство. Я помню, как я пошел в первый класс, это я точно помню, я был супер рад. Для меня это прям было большое событие, которое я очень долго ждал. И у меня есть старший брат, с которым мы пошли туда. И я прям помню, как это было офигенно и круто, а потом на линейке мне стало очень скучно, я захотел спать. Вот, и как-то со школы не очень задалось, но я точно помню, что в школе первый класс еще все было более-менее прикольно, весело, а вот во второй класс начались драки, у нас было 2 класса, было круто, какой-то весной взял у старшего брата без разрешения скейт и пошел кататься, и было так весело и круто. Я там типа думал, что я сейчас что-нибудь буду прыгать, но в итоге я только падал, даже не выщелкивал ни разу, но сам факт был очень весело и круто для меня. Наверное, знаковое для меня очень место — это драма. У нас есть театр драмы, и рядом с ним стоит фонтан, и там был первый такой скейт-спот, где я катался, где я видел людей, и меня поражал уровень. И вот я когда туда прихожу, это для меня как настоящая ностальгия о том, что когда-то я был молодым. Ходили играть, у нас был корт футбольный рядом со школой, мы ходили туда играть на перерывах, вот. И всегда у нас все заканчивается небольшой дракой. У нас были запреты на прогулки, уже что-то такое, но драки все равно были вот именно на фоне того, что было 2 соперничных класса, один старше, другой чуть младше. И это было весело. Любил ездить на дачу, особенно летом, когда родители уезжают на работу, и ты остаешься один с дедушкой, и вы тут просто играешь, куролесишь, ходишь купаться, на велике катаешься. У меня был велик без тормозов передних, только педальные задние тормоза. И как просто я его сам перекрашивал, что-то разбирал его, по всей деревне шатался. Я вот деревню всю знал лучше, чем, не знаю, чем свои 5 пальцев, наверное. Ладно, если говорить о том, как я попал в серфинг, вы смотрели мультик «Лови волну»? Не хочется говорить клише, но серфинг для меня во многом это похоже на... Это то, чем я живу, по сути, потому что благодаря серфингу я очень много повидал, я очень много узнал о людях, потому что когда ты катаешься, чтобы ты мог брать много волн, спокойно брать волны и не мешать никому, тебе никто не мешал, тебе надо разбираться хорошо в людях. И серфинг научил меня и этому, и научил, как быть самостоятельным, складывать свои вещи, как летать, получать визы, что кому надо говорить, как себя вести, как общаться с местными, как заводить друзей. Ну, он даже научил меня тому, что одиночество — это очень даже хорошо, и оно очень часто идет на пользу. И быть одиноким во многих ситуациях помогает тебе больше, чем быть со всеми и сразу. Ну, как-то так. Ну и серфинг — это то, где я морально, физически и как человек стараюсь вырасти. Чем дальше в лес, тем громче волки. Когда я вначале только начинал соревноваться, а это было в 2011 году или в 2010, для меня это было очень просто, легко, и катаешься такой, тебе прикольно, хоть в заездах, хоть не в заездах, у тебя нет давления, с тебя никто ничего не спрашивает, федерация вообще плевать, как бы ты катаешься для себя и все, а сейчас со временем все стало гораздо сложнее, появились Олимпийские игры на горизонте, давление, что тебе надо на них попасть, давление от спонсоров, от родителей, давление от федерации. Наверное, для меня эта поездка на Бали — это что-то, что должно мне сейчас помочь, чтобы я снова вернулся и снова начал наслаждаться и радоваться серфингу, а не быть в своей голове, психовать и думать о том, что я вот это не уехал, то не доделал, что в соревнованиях вот это не прокатит, так как он катается. И немножечко абстрагироваться от всего и просто
кататься для себя, потому что в соревнованиях по серфингу может произойти все, что угодно. Может прийти волна, может не прийти волна, может акула на тебя нападет или вообще все, что угодно. Поэтому для меня сейчас главное это перестать нервничать, забить на все и просто кататься в свое удовольствие в каждом заезде и показывать свой максимум, потому что, как я наблюдаю, лучший серф это тот, кто идет в воду и творит, как человек творит, который пишет картину или же пишет музыку. Когда у него есть настоящий энтузиазм, то он врывается на все бабки и просто... ну потом еще у тебя происходит нервный срыв, ты психуешь, делаешь пост в Инстаграме, что будешь скейтером, потом его удаляешь. Вот. Разносторонность. Одиночество это самое крутое зеркало, которое ты можешь посмотреть, и самое честное. Вот почему для меня длинные перелеты это прекрасно, потому что ты сидишь один, ты думаешь о своем, и особенно после тяжелых поражений или больших побед ты сидишь, смотришь, разбираешься, что ты сделал классно, что плохо, и в такие моменты ты супер честен с собой, то есть тебя никто не отвлекает, не заставляет быть наигранным где-то, не заставляет там, просто не смотрит на тебя, что тебе дискомфорт. Ты вот сам с собой сидишь, все разобрал, посмотрел, и быть честным с самим собой это помогает, а это уже очень классно в наш 21 сложный век. И я очень ценю сейчас моменты одиночества, когда ты по правде где-то один, потому что как и в жизни you on your own, так вот и ты также все на себе и все сам с собой разбираешь. И это прикольно. Эволюция серфера это очень сложная вещь в том плане, что регресс в глазах общества может быть твоим самым большим прогрессом. Это как, в некотором смысле, как скейтбординг, путь на социальное дно. Вот и тут также есть много ребят, которые могли бы выигрывать контесты, могли бы быть звездами и так далее, но им просто нравится кататься в другом ритме и в других условиях им нравится кататься в том, что они считают прикольным. И сейчас я для себя сам понимаю, что нахожусь в такой стадии. Спасибо, сокол! Вот, и сейчас я сам для себя понимаю, что нахожусь в такой стадии, что мне не совсем уютно и комфортно себя чувствовать в соревнованиях, от этого неинтересно, и я от этого не сдаюсь, и мне от этого прикольнее. Но я понимаю, что из-за этого я чуть-чуть теряю свой задор в серфинге, что ли, задор в глазах, и меня это, конечно же, расстраивает. И я думаю, что на следующий год, конечно же, главная цель – это всеми силами попасть и постараться попасть на Олимпийские игры, потому что это что-то очень большое, это историческое, и для меня это интересно. Но при этом, как только все Олимпиады и все соревнования с этим отрубят, полгода просто поездок, катания, съемок каких-нибудь, прогулок с друзьями до пляжа и просто раздания стиля там, потому что не хочется быть белкой в колесе, которая просто от соревнований к соревнованию, но очень хочется попасть на Олимпиаду 2020 или 2024. Вот, не списано у меня со счетов, я еще не такой старый. И просто получать это удовольствие, наверное, и в конце-то концов выиграть чемпионат мира и сказать такой: накоси-выкуси. Ну просто, это прикольно будет выглядеть. Чувак с Урала выиграл чемпионат мира по серфингу. Ладно, мы же можем это вырезать. Последний раз дома я был давно, ведь его снесли зачем-то, и кто-то, моя жизнь не их забота. Я поменял свои планы на жизнь, теперь мне некуда идти. Я точно знаю, что я не доживу до 20. Синие волны опять зовут меня в море, они не чувствуют горя, любви и вечных утрат. Я хотел быть таким же, как все, но мама, прости, теперь я точно уверен, что я не доживу до 20. Глупые волны, они не чувствуют этого, что меня вечно губит и когда-то убьет. Меня никто никогда не будет ждать с работы к 5, ведь я точно знаю, что я не доживу до 20.
нужны твои мысли, им уже не помочь. И ты пытаешься снова дать очень дельный совет мне, но я бы твоему рту предложил лучше скотч. Синие волны опять зовут меня в море, они не чувствуют горя, любви и вечных утрат. Я хотел быть таким же, как все, но мама, прости, теперь я точно уверен, что я не доживу до 20. Глупые волны, они не чувствуют этого, что меня вечно губит и когда-то убьет. Меня никто никогда не будет ждать с работы к 5, ведь я точно знаю, что я не доживу до 20. Последний раз дома я был, когда еще чувствовал что-то, мог понимать свои мысли и ценить жизнь. Ну а теперь надоело, я лучше знаю, что делать. Ваши советы не сделают лучше, так что держись. Ты будешь плакать и злиться, напиваться с друзьями, пока машина на улице вдруг тебя не собьет. Ты так боишься исчезнуть, но так не хочешь стать ими. Я уже не надеюсь, что меня кто-то поймет. Синие волны опять зовут меня в море, они не чувствуют горя, любви и вечных утрат. Я хотел быть таким же, как все, но мама, прости, теперь я точно уверен, что я не доживу до 20. Глупые волны, они не чувствуют этого, что меня вечно губит и когда-то убьет. Меня никто никогда не будет ждать с работы к 5, ведь я точно знаю, что я не доживу до 20. Грязные волны, они не слушают сердце, они не плачут ночами, они не верят в любовь. Я не хочу быть таким же, мне будет легче уйти. Теперь я точно уверен, что я не доживу до 20. Алло, да, мам, да, пап. Да, честно говоря, сумасшедший день, мы опять встали не пойми во сколько, еще и вчера были очень крутые волны, и я совсем укатался за 2 часа. Вот, и мы встали сегодня рано с утра, дошли, и я пошел первым кататься в воду, еще пока было темно и ничего не видно. И меня совсем не порадовали условия, потому что судьи приняли решение проводить на 2 пиках, и было прям тяжко. Потому что первый пик вообще не толкал, а второй была супер крутая левая, и я прям хотел, чтобы меня туда пустили, но все нельзя было, там были другие. Поэтому первые 2 раунда для меня прошли так себе. Но зато потом я поплыл на этот дальний пик, и какие там были волны, как это было круто. Наконец-то в Сочи были мощные волны, на которых можно было прыгать влево. Я не знаю, зачем это связано, наверное, потому что перемыло сильно берег, говорят, большой свел был, речка вымыла. Каждый хит я катался так, как будто бы, не знаю, это мой последний хит, и я вообще все хотел показать, что мог. У меня, к сожалению, не все получилось уехать, но я, наверное, первый раз за многие годы доволен тем, как я откатал соревнования. Это было очень круто. Я таких классных волн не видел уже полгода, наверное, своей катательной карьеры. И даже в Японии они были хуже. Это было потрясающе. Я доволен.